Всех приветствую снова на канале. Похоже, без второй части обзора не обойдется. Появились некоторые вопросы, да и кое-что я упустил в прошлый раз. Поэтому кратенько сегодня попытаюсь долезть и показать. Механизм натяжки гусеницы, он, конечно, весь в грязи, но, думаю, будет схематически понятно. Салазка, винт, которым производится натяжка, там внутри шпилька, и с этой стороны видно только две, а на самом деле их 4 шпильки, которыми контрится после того, как механизм натянут дополнительно. Показало себя все с хорошей стороны, исключительно. Работает прекрасно, гусеницу можно снять и натянуть без помощи специнструмента, что я считаю и самым плюсом. Также был вопрос по поводу механизма поворота, как он устроен, куда подходят трубки, что и как, в общем. Вот, ставьте на паузу, кому надо. Видно цилиндр, 2 контура, ближний контур, первый, к вакуумному усилителю идет на коробку, там он виднеется шланг, бронзовый переходничок, поскольку трубки разного диаметра. И вторая трубка идет на мост. Тоже, соответственно, через бронзовый переходничок, поскольку трубки разного сечения. Это что касаемо поворота. По поводу габаритов. Одному, конечно, неудобно, но мы попытаемся показать. 170 по краю гусеницы. Замеряем длину. — 212. Если брать по бамперам, плюс-минус 220. Так, ну и по поводу высоты, что у нас здесь, я уже не помню. Грубо говоря, 125 плюс-минус от земли. Тут погрешность на снег, можно считать там 120. Плюс бак я не учитываю. Ну и в целом бы хотелось сказать пару слов по поводу того, что, мол, мало места, или 1,5 литра возить нечего там, и т.д. и т.п. Начнем с того, что это не первый гусеничник. Первый стоит без гусениц вот там, вместе с багги. Соответственно, на нем уже было, так сказать, опытным путем наработано то, что необходимо, то, что я хочу видеть в гусеничном вездеходе, конкретно в моей местности. Да, он не плавает, но такой задачи я к нему не предъявлял, поскольку в округе километров 15-20, кроме небольших озер, здесь найти водную преграду почти нереально, а лезть специально, чтобы поплавать, кирпич тоже как бы можно заставить плавать теоретически, но комфортно ли плавать на кирпиче? Думаю, что нет. Соответственно, еще один плюс с того, что у него обшивка не сварная, как видно, вся прикручена, в том числе и днище. Узлы можно вынимать не только через верх, но и через низ. Например, это касается коробок. Хотя теоретически карданы на шлицах, они легко снимаются. И, допустим, для замены сцепления коробку вообще не нужно вынимать. Она просто оттаскивается назад к мосту, и, соответственно, появляется доступ к маховикам. Тем более перемычка, которая видна, она на болтах. Здесь, по сути, очень много решений на болтах в нужных местах, поэтому по поводу ремонтопригодности вопросов пока что не было. Не приходилось снимать, только в мост лазили, срезала заварку. По поводу того, как вынять мост, он разборный, то есть его не обязательно вынимать, мучиться целиком. Разбирается, растаскивается на 2 стороны, при этом снимается обшивочка, она тоже, как видно, на болтах, причем сзади небольшой квадратик
прямоугольник, не знаю. Как раз для того, чтобы вынять редуктор. Уже пригодилось. Ровно как и на днище тоже разделена обшивка в этом месте. И нет необходимости снимать все дно. Что касаемо его неплавучести. Опять же, кто-то скажет, что на нем нечего привезти. Нет места. Ну, у меня так-то для этого есть прицепчик. Вот он стоит. Прекрасно на него все влазит. Чего он только не перевозил. Плюсы какие у этой техники. Она совмещает в себе возможности снегохода, трактора. Я не знаю, что можно сюда еще приплести. Можно на ней чистить снег, можно пахать огород при желании. Здесь можно сделать вал отбора мощности, поскольку есть один выход дополнительный, который сейчас заглушен, и в принципе ничего не мешает сделать ВОМ и навесить сюда фрезу условно. То есть это аппарат, который перекрывает собой все нужды на участке в любое время года. Есть баги, на ней можно, конечно, быстро прокатиться с ветерком, но зимой она бесполезна абсолютно. В общем, эта штука может многое. Конкретно вот этот форм-фактор с 2 сиденьями — это не призыв к действию, что нужно непременно так вот именно делать. Это просто формула, как можно сделать вездеход, а уж на 3 колеса, на 4 его делать, двигатель спереди или сзади, это уже можно выбрать самому. Изначально здесь вообще планировался двигатель спереди. Вот здесь вот, где стоят шкивы, стоит ступица от 9. И очень легко двигатель можно было подключить напрямую, вообще минуя ремни. И он бы вот стоял бы вот сейчас, где сидят водитель с пассажиром, тут бы стоял двигатель. Естественно, он бы выступал вперед, и морда была бы, конечно, длиннее, то есть вес был бы. Либо надо было добавлять 4 колесо. Но тогда сзади освобождалась куча места, в том числе бы и можно что-то было возить. Как бы, я не знаю, но задача была сделать его максимально компактным. Поэтому было принято такое решение. Но это не призыв, как я уже говорил. Тут каждый волен думать сам. Я вообще считаю, что человек должен перед тем, как что-то начать делать, если это касается самоделки, должен как бы не просто взять бездумно скопировать, посмотрев видео там или 2, как сейчас, допустим, по вездеходам, особенно дифференциальным, по сути копии одного и того же вездехода, а просто сесть и подумать, что конкретно ему надо, что можно упразднить за ненадобностью, что нужно добавить. Собственно, так этот вездеход и появился. Еще немаловажным фактором это была его цена. Сюда, по сути, затрачено по минимуму средств. Если так грубо посчитать калькуляцию, двигатель, когда-то была куплена 9, обошлась она в 300 условных единиц. Двигатель кочующий, уже поменял 2-ю, по-моему, технику. Соответственно, я не знаю, конечно, посчитать его можно, допустим, даже $300. Это полностью машина была с кучей запчастей и двигателем. Обшивка это тоже валялось все на заднем дворе. Там наверняка видно куча металлолома. Мосты достались бесплатно. В одной из деревень валялся перевернутый остов газика с мостами, рамой, рулевой колонкой, дисками. Даже резина была родная, но она была в ужасном состоянии. Поэтому все это досталось бесплатно, все это чистилось, мылось, резалось, варилось. Поэтому только можно считать свои трудозатраты. Вакуумники были куплены на разборке, стоили не кусущие копейки, по-моему, от Лачетти, если не память не изменяет. Опять же, просто сортировал по возрастанию цены и брал самое дешевое в рабочем состоянии. Гусеница оказалась самой дорогой, поскольку
кевларовая нить, соответственно, повезло из остатков выбрать себе полоски. И то ценник обошелся там, я не помню, несколько сот долларов только за гусеницы. По сравнению с общей стоимостью это существенный процент. Весь металл, все швеллера, это остались от стройки, лежали десятилетиями, поэтому тоже не покупались. Диски, как я сказал, 4 штуки достались вместе с мостами. 2 средних диска — это диски вообще от Победы. Они по сути такие же, но вылет у них отличается. Там буквально миллиметров, наверное, 5, может там 7. Не мерил точно, но есть небольшая разница. И ступицы, соответственно, тоже от Победы. Достались они тоже бесплатно. У соседа лежал ось от прицепа с этими ступицами и дисками. И был произведен обмен. Натуральный, так сказать. Ну и из мелочи были куплены там бачки, какие-то шланги, коробки классические обошлись где-то в районе 50 долларов. Точнее не скажу, но тоже недорого. Поэтому если так сесть и посчитать калькуляцию общую, стоимость будет меньше 1000, это гарантированно. Поэтому, я же говорю, делался он из того, что было. Концепция получилась весьма жизнеспособная, поэтому как делать вам, видно только вам. Все, что я могу, это показать, что вышло у меня. Долгий, наверное, монолог получился, надо заканчивать. В общем, если вдруг какие-то вопросы еще возникнут, задавайте, постараюсь ответить. Все, всем спасибо и пока.